Для многих из нас Николай Караченцев – это голос и лицо целой эпохи. Смелый, сильный, живой, Юнона и Авось. Тот самый Мюнхгаузен. Старший сын. Его герои были настоящими, без фальши. Но его самая тяжелая и, возможно, самая важная роль началась не на сцене и не в кадре, а ночью на заснеженной дороге в 2005 году. Когда один момент разделил жизнь на до и после, а рядом с ним осталась только семья и их 13-летняя борьба за человека, которого любили. Сегодня я расскажу о том, каким был Николай Караченцев до аварии, что произошло в ту ночь, как он прожил следующие годы и почему его история – это не только о боли, но и о невероятной силе любви и преданности. Николай Караченцев родился в Москве, в творческой семье. Отец – художник, мать – хореограф. Талант и любовь к сцене были вокруг него с детства. После школы он поступает в знаменитую школу-студию МХАТ, а затем приходит в театр Ленком, с которым свяжет почти всю свою жизнь. На сцене он быстро становится одним из любимцев публики, пластичный, эмоциональный, с особой, узнаваемой манерой игры. Настоящим прорывом становится рок-опера «Юнона и Авось». Его граф Рязанов – это уже легенда. Голос, взгляд, внутренняя энергия – то, что невозможно подделать. Спектакль идет с аншлагами, записи расходятся по стране, а имя Караченцева знают даже те, кто никогда не был в театре. Параллельно он активно снимается в кино. «Старший сын», «Человек с бульвара Капуцинов», «Тиль», десятки других работ. Образ на экране – сильный и решительный мужчина, который всегда держит удар. В личной жизни прочный брак с Людмилой Поргиной, рождение сына Андрея. Со стороны казалось, это человек, у которого получилось все, и в профессии, и дома. Никто тогда не мог представить, каким испытанием для этой семьи станет будущее. В ночь с 27 на 28 февраля 2005 года жизнь изменилась за считанные секунды. Николай Караченцев ехал на машине по Мичуринскому проспекту в Москве. Дорога была скользкой, машина не вписалась в поворот, вылетела с трассы и врезалась в столб. Удар был страшной силы. Его доставили в больницу в тяжелейшем состоянии. Травма головы, множественные повреждения. Врачи боролись за его жизнь, а близкие готовились к худшему. Он впал в кому, в которой провел почти месяц. Для человека, который еще вчера пел, танцевал, играл сложнейшие роли на сцене, в один момент оказаться между жизнью и смертью – это удар, который невозможно описать словами. Но самый тяжелый путь только начинался. Николай выжил. Но врачи честно говорили, он уже никогда не будет прежним. После выхода из комы начался долгий, мучительный этап восстановления. Он заново учился говорить, двигаться, держать ложку, делать простейшие вещи, которые раньше делал автоматически. Рядом с ним все время была жена, Людмила Поргина. Она фактически отказалась от привычной жизни, от карьеры, чтобы посвятить себя его уходу. Врачи, процедуры, массажи, поездки на лечение, занятия с логопедами и реабилитологами – все это длилось не недели и не месяцы, а годы. Для многих людей он уже навсегда остался тем самым актером, который попал в аварию. Но для семьи он оставался просто Николаем, мужем, отцом, дедом, человеком, за которого они решили бороться до конца. Он, насколько позволяло состояние, тоже боролся. Делал упражнения, выходил на прогулки, иногда появлялся на концертах и вечерах, посвященных его творчеству. Да, он уже не мог играть как раньше, но в нем все равно чувствовался тот самый внутренний стержень. Их дом превратился в маленький реабилитационный центр, где главным лекарством были не только уколы и процедуры, а любовь близких, их вера и упорство. Казалось бы, одного такого удара судьбы достаточно на целую жизнь. Но испытания продолжались. Шли годы.
Организм, ослабленный травмами и постоянной борьбой за каждое движение, не выдерживал. Появлялись новые диагнозы, проблемы со здоровьем. В 2017 году стало известно о новой беде. У Николая Караченцева обнаружили рак легкого с метастазами. Для человека в его состоянии это звучало как приговор. Тем не менее, семья вновь пошла до конца. Лечение, процедуры, надежда хотя бы выиграть немного времени. Последние месяцы жизни он провел в окружении самых близких – жены, сына, внуков. Уже почти не выходил на публику, редко появлялся в новостях. Жизнь сузилась до стен дома, до тихих семейных дней. 26 октября 2018 года, за день до своего 74-летия, Николай Караченцев ушел из жизни. Для миллионов зрителей это была новость о смерти любимого актера. Для его семьи – конец длинного 13-летнего марафона боли, надежд, разочарований и маленьких побед. Сегодня его фильмы и спектакли продолжают смотреть, цитировать, пересматривать. Молодые зрители открывают его заново, старшее поколение вспоминает те времена, когда новые работы с его участием ждали с особым трепетом. История Николая Караченцева – это не только о страшной аварии. Это история о том, как один человек всю жизнь выкладывался на сцене и в кадре, а потом столько же лет его семья выкладывалась ради него. Друзья, когда мы видим фотографии Караченцева времен Юноны и Авось или пересматриваем старшего сына, очень легко забыть, какой путь прошел этот человек вне кадра. Его последние годы – это не только физическая боль, но и огромная сила любви, с которой рядом с ним была семья. Мне важно, чтобы, вспоминая Николая Караченцева, мы думали не только о трагедии, но и о том, сколько света, музыки и живых, настоящих героев он подарил нам за свою жизнь. Если вам близки такие честные и бережные истории о судьбах великих артистов, поддержите это видео лайком и подпиской на канал. Для меня это знак, что стоит продолжать рассказывать о тех, кого мы так любим. На канале уже есть другие истории актеров, чья жизнь оказалась сложнее, чем их экранные роли. Загляните в плейлист, возможно, там вы найдете судьбу артиста, которая особенно откликнется именно вам. Спасибо, что досмотрели до конца и помните своих кумиров.